for a fire. The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back. Трамп сделал первое состояние на самых смелых и рискованных бизнес-проектах, благодаря чему в молодом человеке формируется способность рисковать. Ну, риск риску рознь, я бы сказала. И если мы будем говорить о Дональде Трампе, то весь его риск, он был оправдан. И это был не такой риск ради риска, а риск ради цели. Вижу цель, не вижу преград. Это прям вот те слова, которые, зная историю его, глядя на него, даже не зная историю, вот те слова, которые очень сочетаются, очень подходят Трампу. И помимо вот это его, такой как внутреннего посыла, вижу цель, не вижу преград, конечно же, и окружение его, и ролевая модель отца, и вот этот семейный бизнес, то, среди чего он рос, он прекрасно, то есть он впитывал, он буквально впитывал этот воздух бизнеса, эту манеру ведения бизнеса. И что самое главное, я считаю, это, он как будто бы, мы дальше перейдем уже к его психотипу, из вот этого своего психотипа действовал, и рискуя, он будто бы он закладывал в этот риск шанс победить, а победить очень важно вот тому психотипу, к которому относится Дональд Трамп. Donald loves that perception. I won. He is still, a year later standing in New York going, I won. He wants to make sure everybody in America knows he won. И, соответственно, это его ключевая мотивация по жизни, в общем, победить. А кто не рискует, тот не пьет шампанское и тот не побеждает. И поэтому вот здесь все это сочетается в одну такую историю. И, в общем-то, вот такие нюансы и критерии, они и приводят к тому, что вот его риск — это все обо всех вот этих вещах вместе взятых. Я добавлю со своей стороны, что в случае Трампа возможность рисковать и рисковать достаточно так крупно, она для меня связана с социопатической структурой. Я сейчас не о том, что Трамп социопат, я о тех структурах, которые есть внутри каждого человека, но у кого-то что-то более проявлено, у кого-то что-то совсем не проявлено или очень ярко проявлено. Так вот, у Трампа есть вот эти социопатические вещи, и в небольших дозах они дают возможность вот это идти напролом. То есть когда человек другой структуры думает о риске, у него возникает сильный страх. А вдруг я подведу кого-то? А вдруг я, например, возьму миллиардный займ и не смогу отдать, и заберут имущество моей семьи, или пострадает кто-то еще. И вот все это его сдерживает внутри. Что такое социопатические радикалы, социопатическая структура? Это очень уменьшенное чувство вины внутри. Is an artful liar. I think he is a greedy, vicious, and arrogant man. Well, I don't know, is that supposed to be a compliment or not? И тогда, когда я думаю о большой сделке, окей, возьму я миллиард и не отдам, и что? Я не буду чувствовать себя виноват. Да? И вот это такое уменьшенное, приглушенное сильное чувство вины, оно помогает идти на риск. И второй момент, социопатическая структура, ей не важно, что обо мне подумают. People realize now that Merv made a bad deal. It's unfortunate that he's taken a fall, but he has taken the fall. Nothing much I can do about it. Человек другой структуры думает, а вот я рискну, у меня не получится, все будут считать, что я неудачник и так далее. То есть, и вот тоже это останавливает. А социопатическая структура говорит, плевать я хотела, я тебе иду, и все, и мне это пофиг. Да. Вот, это позволяет рисковать. Опять же, мы говорим, что нет ничего плохого, хорошего, просто есть то, что есть, и оно каким-то образом помогает человеку или мешает человеку. Вот, социопатические нотки Дональду Трампу помогли в его карьере. Какому психотипу в типологии Юнга соответствует Дональд Трамп? Дональда Трампа мы относим к психотипу экстравертного ощущателя, интровертного чувства на втором месте. То есть ощущение с поддерживающим чувством, так, чтобы было понятно тем нашим зрителям, которые еще не очень углублены в знания типологии. О чем говорит вот эта ощущательская функция, экстравертное ощущение на
ведущей позиции, на первом месте. Вот это идти на пролом, ну, то есть вижу цель, не вижу преград, это очень сильно про ощущателей. Тот, кто вот послушает сегодня нашу передачу, вот эти нюансы услышит, сразу же точно начнет узнавать у друзей своих, у знакомых, у руководителей вот эти такие черты и проявления, потому что они действительно очень яркие, очень демонстративные, очень хорошие организаторы. То есть взять даже вот этот, ну, как он начинал свой бизнес, этот строительный, по сути, вот как такой быстрый, да, скачок с этим строительством Хаята и гостиниц. Он классно это все организовал. Там не идет речь о какой-то там перспективе, он просто меньше, как будто бы меньше думал и больше делал. И делал вот это через организацию этих всех процессов. Вот это желание завоевать как можно больше, желание показать, что я завоевал, желание вот поделиться вот этим своим таким, ну, богатством, который через дело завоевано, вот именно завоевано. Доминировать, быть первым, быть в центре внимания. В этом смысле Дональд Трамп, он один из ярких представителей, которые ну, вот, находятся и живут на своей ведущей функции, и вот в курсе мы рассматриваем, ну, такие две стороны ведущей функции. Там, где она положительно себя проявляет, а там, где она себя проявляет, эта функция, ну, отрицательно, можно сказать, с другого ракурса. Вот Дональд Трамп, он при всем его напоре, мощи и так далее, это вот такой яркий пример, если можно так сказать, чисто ощущательской функции, вот в таком, в хорошем смысле. Что касается второй функции интровертного чувства, ну, это, в общем-то, инструмент, благодаря чему он реализовал вот эти все свои масштабы и весь свой напор и мощь. Несмотря на то, что вот этот апатический радикал, он будто бы, ну, там нет вины, да, меньше страха, но все равно сохраняется за счет типологии, за счет функции чувства, сохраняется вот эта способность чувствовать других людей, влиять на других людей, понимать других людей и ну, понимать в том смысле, в его случае, понимать в том смысле, чтобы уметь договариваться так, как ему выгодно, опять же, так, как ему важно. И чувство у него тоже вот абсолютно на его месте, хорошо реализовано, проявлено, и ну, вот такой очень герой наш сегодняшний, попадающий в чистую картину психотипа, можно сказать так. Я добавлю, что вот лозунг «к черту все бери и делай» — это лозунг ощущателя. Вот сейчас, несколько лет назад, многие тренеры, они как-то поддерживали этот лозунг, тренеры личностного роста. Вот к черту все, просто бери и делай, просто бери и делай. И у кого-то это супер срабатывало, у кого-то вообще не срабатывало, и наоборот прибивало человека, да, и вселяло вот это чувство вины, что я не могу просто взять и сделать и так далее. И вот этот лозунг хорошо срабатывал у ощущателей. Вот, и они шли, к черту все посылали, делали и получали результаты. У всех остальных психотипов этот лозунг вызывал чувство вины, собственной ущербности и какой-то вот прибитости, да, к земле. Поэтому если вы из второй категории, понимаете, что это просто не ваш лозунг. Каждый психотип имеет свой лозунг, который свою идею, да, то, что вас будет действительно вести вперед. А вот если на вас это хорошо работает, значит, скорее всего, ощущательская функция, она где-то тоже вам свойственна, может быть, в первой позиции, может быть, во второй вспомогательной, ну, где-то она вот в сильных позициях у вас. И Дональд Трамп, соглашусь, да, он такой яркий представитель того, что меньше думаем, к черту все, раз встали, сделали и получили. Это прям, я вот даже вспоминая своих знакомых, ощущателей, это настолько ярко проявленная черта, в смысле надо еще подумать, в смысле нужно там еще там как-то разложить по полочкам, составить план, а как это, зачем думать еще там, как это кому-то другому, надо просто брать и делать. И это такой критерий, один из самых ярких, которые отличают действительно ощущателей. Ну, можно, не зная человека, просто в моменте там на какой-то встрече, перерыве, кофе и понять, что вот человек относится именно к этому психотипу. Психотип ощущателя, он где-то коррелирует с нарциссической структурой. Ну, это нельзя проводить однозначные связи, но корреляции есть. Сейчас общество, ну, может, не прямо сейчас, а вот там лет 5 назад и до сегодняшнего времени, общество было очень нарциссическим. Сейчас, кстати, пандемия, вот эта война, они меняют, где другая структура ведущая, но до этого, да, долгое время нарциссический
такая структура, она преобладала, и вот все эти лозунги, они считались, ну, как считалось так, правильно взять и делать, это правильно, это хорошо, это так, ну, там, успешные люди так делают, да, все, кто так не делает, это не успешные. И такая у многих получалась фальсификация на этот счет, что вот надо же так, а я так не могу, и люди либо старались себя, ну, как-то... Форматировать, да, под общество. Но секретный в том, что если это не соответствует вашему психотипу, у вас это не будет работать. Вот Дональд Трамп к черту все послал, взял и сделал, и у него там бизнес-империя. А человек другого типа, он послал все к черту, взял и сделал, и влетел в огромные долги. Вот так это работает. Да? Или, не дай бог, в психосоматику, или в депрессию, или куда-то, в общем, влетел. Ну, не будет это у него работать в долгосрочной перспективе. Жизнь как реалити, на показ. Трампу это нравится или это издержки бизнеса, которые он всю жизнь был вынужден терпеть? Он не похож на человека, который что-то терпит вынужденно. Это как будто бы рыба в воде. Это его естественная среда в контексте его психотипа, потому что это как раз та среда, которая очень свойственна и подходит психотипу ощущения с чувствами. Что важно еще ощущателю, мы не сказали, контролировать. Управлять и контролировать — это прям тоже там одно из первых мест, то, что движет ощущателем, мотивация функции ведущей. И он руководит этим реалити, и он плавает в этой своей воде, своей среде через это. И ему же зачем это реалити? Ощущателям важно, чтобы их статус видели все. My name is Donald Trump, and I'm the largest developer in New York. Через реалити как раз все видят статус, видят эту мощь, видят этот напор. Очень важно предъявить свой успех. Ему, как представителю ощущательской ведущей функции, ему важно предъявить всем свой успех. Даже, если посмотреть на его жен, которая 1, 2, 3 модели, то это тоже про такое, что важна форма. Вот именно форма и успешность, что это не какая там, я не знаю, не то, что какая-то, это грубо звучит, не какая-то, но это именно модельная внешность из модельного бизнеса, то есть красиво, не знаю, не изучала историю его жен, кто чем занимались и так далее, просто вот такая обертка очень яркая, то есть им важно, чтобы все было очень ярко и демонстративно, и реалити-шоу — это прекрасная возможность вот это вот все ярко и демонстративно показать на весь мир. Если говорить об этом типе экстравертное ощущение с чувством, то это еще руководители, которые сильнее всего в представительских функциях. Да, есть, например, собственники бизнеса, предприниматели, которые вот такие делают, да, есть кто организует, а есть у кого вот очень хорошо получается представительская функция, выступать на каких-то мероприятиях, выступать лицом компании. Да, ведь есть собственники бизнеса, которые вообще не публичны. Экстравертное ощущение с чувством, они жаждут быть публичными, им нужна сцена. Вот то, что, да, Елена, вы сказали, чтобы все видели, это очень важная мотивация, а еще есть чувства, да? Интровертные чувства, которые, им нужна эмоция, им нужна где-то какая-то драма, да, вот они в этом очень так органично себя чувствуют. Они не могут работать с бумагами, таблицами, схемами, им нужен контакт, им нужен вот эта живая эмоция других людей, своя, вот в этом они оживают, это чувство. С каким архетипическим образом ассоциируется Трамп и почему? Если рассматривать архетипы по Юнгу, то это прям такой чистый архетип правителя. Во всяком случае, я его вижу таким вот правителем правителей. Это настолько вписывается в его образ и его позиционирование себя. И в роли политика, и в роли просто человека, потому что политик — это человек, он показывает, он так проявляется, он всегда себя так проявлял в политике, и до политики, и в бизнесе, поэтому вот для меня это правитель в чистом виде. Другой образ можно взять, он о том же, просто из другой системы образов, это древнегреческая мифология, это образ Зевс, да, это прямо попадание один в один, и вот
эти ревнивые жены Геры, да, у него все время, и его, да, постоянно какие-то приключения любовные, ну, вот это вот Зевс такой, да. Причем я думаю, что где-то вечером на своем диване в своей квартире он такой же. То есть это не Да, только на публику, да, это образ. Нет, вот, не знаю, там в душе он такой же, он такой, да, он такой. С чем связано умение героя нашей программы проходить через падение и снова подниматься? Почему далеко не всем людям это дано? ну, в общем-то, все наши предыдущие ответы на предыдущие вопросы, наверное, и если так в сумме и дают ответ на вот этот вот вопрос. Он находится, ну, он живет на своем месте, он как рыба в воде. Он действует из своего психотипа, из своей ведущей функции. Ну и плюс вот это дополнение, то, что вы сейчас сказали, что действительно эта архетипическая энергия, она, ну, он будто бы захвачен ей. И с одной, ну, есть две стороны, как и во всем, в общем-то, да, мир дуален, дает очень много энергии. За счет этого, вот, ну, за счет суммы вот этих составных, он там, где он есть, и он такой, какой он есть. Я думаю, что еще важный момент – это наличие у него внутри ясной картинки того, куда он идет. Как я хочу, да. Как я хочу. В каком-то интервью он рассказывал о том, что у его отца был, ну, понятно, строительный бизнес, это известные факты, но отец строил дома и здания в бедных районах. И стратегия отца была такая, что мы строим там, ну, где земля дешевая, потом она растет. А Трамп говорит, а я хотел строить на Манхэттене. И отец считал, что это проигрышная стратегия. Нельзя строить на Манхэттене, ну, где самая дорогая земля. А Трамп говорит, я это видел. Я видел свои здания на Манхэттене. Все, и вот это мои здания на Манхэттене, вот. И он не отступил от этой картинки. Я хочу здание на Манхэттене. Все. Да? И вот эти картинки, или там «я хочу быть президентом», все, вот эти картинки, они очень четкие внутри, они очень понятные. И я думаю, что в моменты провалов, падения, эти картинки давали ему энергию. Все равно мои здания будут на Манхэттене, все равно я буду президентом. И это, ну, такой универсальный рецепт, да, как проходить сложные периоды и подниматься. Это иметь четкое представление, что я хочу. Прямолинейность, жесткость, нелюбезность. Как при такой манере общения у Трампа получается быть популярным? У каждого человека мы чувствуем каким-то своим внутренним органом, человек с двойным тройным дном или человек прямой. И даже если он плохой, но прямой, у нас это внутри рождает доверие. И когда Трамп, например, там, в публичном пространстве там, кого-то посылает и так далее, это нашим внутренним органом считывается как более безопасное, чем, например, другой человек внутри, ему хочется послать, а вовне он говорит, извините, там, простите и так далее. И мы, вот если прислушаться, мы чувствуем вот это несоответствие, и это вызывает недоверие. И в этом смысле Трамп вот тем, что он какой внутри, такой наружу, он вызывает разные чувства, но при этом базовое доверие у людей. Да, я бы еще связала эти проявления, такие его, как раз вот тем самым нарциссическим радикалом, свойственным ощущательской функции, то есть вот, ну, он как будто бы включает вот такие состояния и проявления. А если отвечать прямо на вопрос, то как вот за счет вот такого проявления он все равно вызывает там, восхищение. Но он, в общем-то, за счет этого и вызывает. То есть это как раз такие качества, которые, ну, во-первых, не каждый себе позволяет проявлять. Во-вторых, не каждый себе разрешает это делать публично. А он разрешает это делать. И, в общем-то, в этом самом вопросе уже и кроется ответ, что как раз вот это первое, второе, третье и вызывает то самое восхищение, потому что, ну, это да, и это и соглашусь и с доверием, ну, это и уважение вызывает. Опять же, почему? Потому что не каждый себе позволяет. О каких тенденциях в коллективном бессознательном Америки говорит такой президент? Вообще, я думаю, что Трамп, он такой очень точный образ
первичной, из которого была создана Америка. То есть это образ вот этого ковбоя, золотоискателя, такого, ну и даже история Трампа с его дедом-иммигрантом, да, который приехал без гроша в Нью-Йорк, начал как парикмахером работал. И вообще история там какая была, что почему этот дед оказался в Нью-Йорке в 17 лет или в очень молодом возрасте, потому что в то время в Германии шла война, я так понимаю, Первая мировая или какая-то там война, а у него было слабое здоровье, и он не хотел быть мобилизирован, такая тема актуальная. И он убежал, по сути, в Америку. Да? Очень новая тоже история. И он был из бедной семьи, у него был какой-то опыт там помощи то ли маме в парикмахерской, то ли, ну, в общем. И вот он прибыл в Нью-Йорк, и как-то есть такая легенда, не легенда, история про то, что он сошел с корабля и встал на улице и начал кричать, там, парикмахерские услуги, там, постричься, ну, что такое. Да, там сразу начал бизнес. И его кто-то там заметил, пригласил к себе под мастерье, и как-то он начал это. Но изначально, да, у него была мечта про свой бизнес, мечта разбогатеть, и он в эту сторону смотрел, и, в общем, мы видим, чем это закончилось сейчас, ну, в их роду, да, это, в общем, была успешная история. И это образ, да, вот такой вот, на котором создавалась Америка, образ такого ковбоя, немножко авантюриста, да, человека, который идет за своей мечтой, человека такого, знаете, ну, не интеллигентного, не какого-то высоких каких-то материй, но такого практика, который на самом деле смелый, такой прямой, смелый, человека, ну, знаете, как говорят, с яйцами, да, что извините, ну, такого, да, вот это, и это, по сути, вот в духе Америки, вот такой вот, ну, вот из чего это создавалось, потому что все такие люди, вот открыли Америку, кто туда ехал? Ну, не ехали те, кто боялись, сомневались, а вот отчаянные люди, смелые люди, да, и вот на этом она создавалась. И мне кажется, что вот этот приход Трампа к власти вот, на предыдущих выборах, возможно, он имеет позитивную тенденцию в том смысле, что Америка хочет возродить вот это, да, не в примитивной форме, да, в другой форме, но вот этот, что-то такое настоящее в этом есть. Потому что то, что происходит сейчас, да, очень много каких-то политических игр, вот этих такие, да, вот эти все бюрократические вещи, там уже много-много лжи, там много-много ненастоящего. Есть ли будущее у Дональда Трампа в политике сейчас? Не знаю, это сейчас настолько просто все зыбко, шатко и быстро происходит в мире, что, ну, наверное, я бы сказала так, как он решит, вот как он захочет. Вот как он захочет, такой и ответ и будет. Вот если он захочет, чтобы оно было, то оно будет. Опять же, возвращаясь ко всему, что мы перед этим сказали. Вот. Если он выберет другую какую-то стратегию своего проявления в этом мире, то, значит, это будет что-то другое, а не политика. У будущей политики есть у вот этой энергии, которая идет через Трампа, вот то, что мы выше говорили, бессознательно, да, про некую прямоту, про смелость, про такое, ну, такую связанность с землей, потому что вот что такое деньги или секс, вот, которого много у Трампа, я имею в виду в его представлении, да, как он себя представляет миру. Это связь с земным, это связь с созданием, это связь с материей в хорошем смысле слова, да, и это противоположность какому-то бесконечной бюрократии, коррупции или каким-то, не знаю, знаете, идеям, вот мы воюем за мир во всем мире, вот эти вещи, да, это то, что, ну, такое, знаете, вот энергия создания, да, такого вот строительства, вот такое. И я думаю, что в хорошем развитии событий это проявление должно быть в чуть более такой цивилизованной форме, нежели Трамп, вот. Но проявление, мне
имеет место быть, и вот какие-то лидеры, возможно, будут новые приходить, которые будут нести эту энергию, ну, в каких-то, да, более современных формах. Да, это, знаете, мне напомнило, вот мы прошлый выпуск Анну Делви разбирали и говорили, что есть отдельно Анна Делви, ее психотип, а есть ее персонаж в фильме, и это вот что-то отдельное. Вот также и здесь есть вот энергия Дональда Трампа, которая, с которой можно творить что-то созидательное. А есть Дональд Трамп, и вот, и тут как бы, да, есть нюансики. Да. Но, кстати, вот этот слоган про «Make America Great Again», «Сделаем Америку великой», Да. я думаю, что политтехнологи Трампа, может быть, даже не подозревали, что, это правдивый лозунг, потому что мне кажется, что такой энергии просто в другой упаковке действительно можно сделать America Great Again, да, это так, и, вылечить от каких-то вот этих бюрократических таких, наслоений непонятных. И его лозунг, тоже я читала там какие-то статьи, что я буду величайшим президентом, когда-либо сотворенным Богом, но это же чисто архетипическое вообще заявление, то есть это Бог богов, сотворен Богом, это же тоже, я тоже сомневаюсь, что это политтехнологи ему расписали, или там, не знаю, маркетологи какие-то расписали ему лозунг, как ему себя предъявлять. Это вот, то, что с сердцевины, это как каркас в типологии, да, вот, функция психическая, это каркас личности. Вот так же вот этот каркас его такого архетипа мощного внутреннего.